Приветствую всех любителей коттеджного отдыха в Финляндии, в особенности тех, кто бронирует коттеджи в компании Suomi Holiday. На календаре 15 сентября, и я нахожусь на реке Кюмиjoki, территориально между Лахти и Кouvola. Я здесь нахожусь на рыбалке, смотрю глазами туриста, что можно поймать, находясь в том или ином месте, приезжая на отдых в коттедж. Итак, река Кюмиjoki. Река длиной 200 километров, и мы говорим об участке реки рядом с городом Kouvola. Участок достаточно интересный. С одной стороны он ограничен порогами, а с другой стороны ограничен электростанцией. Перечислю сразу плюсы этого места. Первый плюс – участок достаточно небольшой. Приезжая на отдых на несколько дней, имея моторную лодку, ее вполне можно обловить вдоль и поперек. Второй плюс – здесь водится щука, окунь, реально поймать судака, форель и кумжу. Третий плюс – участок достаточно закрытый, поэтому даже при достаточно неблагоприятных погодных условиях здесь не будет нагонять волну. И четвертый плюс – если вы приезжаете на более длительное время и также имеете лодку на прицепе, вполне можно обловить соседние озера, на которых существуют удобные спуски для лодки. Место, где я планировал остановиться, находится недалеко от электростанции, и подъезжая к нему, я остановился рядом с плотиной. Здесь река перекрыта, как я сказал, плотиной, и образуется множество водоворотов, обраток. И, собственно, место достаточно интересное. На этом месте уже стоял рыбак, что раззадорило меня. Я пристроился рядом и стал забрасывать свой лайтовый спиннинг непосредственно в обратки, рядом с ними. И минут через 20, бэмс, я имею первую форель. Я продолжаю делать забросы, перебираю приманки, забрасываю в обратки, рядом с ними в открытую воду. И в какой-то момент вижу, что рядом со мной всплеск рыбы. Понятно, что это всплеск от форели. Я делаю в это место первый заброс, второй заброс. И на втором забросе приманку хватает небольшая кумжа. Итак, я понял, что на этом участке реки есть кумжа и форель, и продолжил свой путь к коттеджу, чтобы спустить лодку и уже начать рыбалку. Оставшиеся полдня и весь следующий день я разбирался с судаком, щукой и окунем. Так, давайте посмотрим перспективные места на карте. И первое место – это место самое удаленное от коттеджа. Здесь эхолот показывал мелкую рыбу, и под ней пастухов покрупнее. Здесь удалось поймать, во-первых, судака. Я поймал его вот на такую приманку. И джиг-головку 40 грамм. Далее здесь на крючке повисла щука. Причем щука была разодрана более крупным хищником. То есть, что говорило, что здесь действительно есть более серьезные экземпляры. И также здесь был пойман окунь. По идее, весь перечень рыб был уже закрыт в этой точке. Рядом с этой точкой есть заводь, и я попробовал половить там. Непонятно, была поклевка, нет, но там был зацеп, и мне пришлось подойти на лодке к самому берегу. И я тоже определяю это место как перспективное, потому что когда я цеплял, было видно, что на дне затопленные даже не коряги, а затопленные корни деревьев. То есть я думаю, что если отдыхать в этом месте летом, в начале лета, то гарантированно среди этих корней будет находиться хорошая щука. Следующая небольшая точка на противоположном берегу. Особое внимание ей можно не уделять, но обловить имеет смысл. Здесь мне удалось поймать щуку. Давайте смотрим, как это было. Взяла под лодкой прям.
под лодкой такой остров травы, который не виден над водой, но я надеюсь, видно вот среди этой травы, собственно, она и взяла. Следующее перспективное место находится на изгибе реки. Здесь существует обратное течение и нестандартный рельеф дна с камнями и с ямами. А по берегу идет трава, осока и кувшинки. Вот у береговой линии клюнул сначала небольшой окунь, а затем непосредственно на течении на крючок попался небольшой судак. Правда, он при вываживании не сошел, но, по крайней мере, понятно, что в этом месте, да, стоит судак. Клюнул он на ту же самую силиконовую приманку с джиг-головкой 35-40 грамм. Также в этом месте удалось поймать 3 щуки. Они были пойманы при оббросе береговой линии, где находятся заросли кувшинок. И были пойманы на силиконовую приманку с тройниками. Итак, понятно, что это место действительно перспективное. Здесь можно поймать щуку, окуня и судака. Единственное, при ловле судака, который был пойман непосредственно вот на течении, там было несколько зацепов. Вероятно, на дне там действительно много камней, и поэтому надо быть готовыми оставить какие-то снасти в этом месте. Еще 2 точки, где ничего не было поймано, но я считаю, они также интересные. Первая точка находится непосредственно рядом с коттеджем, где я остановился. Здесь, по словам владельца, туристы ловят судака. Причем несколько лет назад был выловлен судак в 7 килограммов. А за неделю до моего приезда туристы поймали щуку на 6 килограммов и 2 форелины. И также следующее место рядом с коттеджем, вернее, это заводь на противоположном берегу, которая тоже имеет заросли по берегу осоки, кувшинок. Я считаю, что оно перспективно, если там пытаться половить окуня или щуку. Во второй день я закончил рыбалку около 6 часов вечера, и у меня оставалось время, чтобы проверить спуск для лодки на 2 соседних озерах, которые расположены в 10 километрах от коттеджа, где я остановился. Собственно, спуск находится на протоке или небольшом канале, который соединяет эти 2 озера. И вот здесь вот была достаточно интересная ситуация. Я подъезжаю, осматриваю спуск, наливаю себе чашку чая, стою на берегу, наслаждаюсь вечером. И тут вот в этом канале, рядом со спуском, в 20-25 метрах от меня, из воды выпрыгивает малек, и видно, как плещется щука. Я иду к машине, собираю спиннинг, делаю первый заброс, второй, третий, и на крючке оказывается 2-килограммовая щука. Уже темнеет. Я решаю делать контрольный заброс. На крючке оказывается 2-я щука, уже поменьше. Я понимаю, где я буду ловить на следующий день. На следующий день я приезжаю в эту точку с лодкой, спускаю ее и начинаю медленно продвигаться по протоке. Причем по мере продвижения было видно, как щука гоняет малька. И оставалось только делать забросы в эти места. То есть я пробовал в этом локальном месте, а это действительно локальное место, это протока от спуска лодки до озера около 200, может быть максимум 300 метров. Я пробовал там около 2 часов и, наверное, поймал около 10-12 щук. И это просто была как какое-то щучье ванханалия. Причем действительно здесь возможно какое-то время жора, потому что часть щук была поранена, было видно, что щука не только малька жрет,
но и охотятся друг за дружкой, потому что, например, я представляю, что если щука 2-килограммовая или 1,5-килограммовая, и она там пораненная, то здесь, возможно, там в траве гуляют какие-то более крупные экземпляры, которые охотятся уже не на малька, а на самих щук. Ну, в итоге это место действительно такое интересное. Итак, наверное, по этому месту все. Удачной рыбалки и классного отдыха в коттедже в Финляндии.